Всем привет! Сегодня приготовим необычное, но очень-очень вкусное блюдо. Досмотрите ролик до конца и напишите в комментариях, как бы вы назвали такое блюдо по вашему мнению. Я же в конце ролика озвучу свое название. И как вы уже поняли, для начала нам понадобится 250-300 грамм любой колбасы по вашему усмотрению, какую вы больше всего любите. Вначале колбасу нарезаем на кружочки, а затем вот эти все кружочки нужно будет нарезать еще на небольшие полоски. Затем понадобится 3-4 помидора и их нарезаем кольцами. Далее берем примерно 200 грамм твердого сыра, в котором вы будете уверены, что он вам будет плавиться, и полностью весь сыр натираем на крупной терке. Далее приготовим очень вкусный соус. Простой, но очень вкусный. В глубокую тарелку добавляем примерно 3 столовые ложки майонеза и примерно такое же количество кетчупа. Сюда же в тарелку добавляем примерно пол чайной ложки сушеного базилика и пол чайной ложки смеси разных перцев. И в самом конце сюда нужно будет добавить 1 столовую ложку французской горчицы или же горчицы горошком. Затем вот это все, что есть в тарелке, нужно очень хорошо перемешать до однородного состояния. Итак, дальше приступаем к сборке будущего блюда. Берем форму для выпечки, желательно, чтобы она была поглубже. На дно формы отправляем 2 ложки соуса, который мы приготовили, и хорошо распределяем его по всей форме. Это для того, чтобы ничего нам не пригорело. Далее берем хлеб, любой, который у вас есть. У меня сегодня будет тостовый. И дно формы нужно равномерно застелить хлебом. Наверх на хлеб отправляем 2-3 столовые ложки соуса, а затем равномерно распределяем его полностью по всему хлебу. Далее на этот слой нам нужно будет равномерно распределить колбасу. Нарезанную колбасу разделите на 3 части, так как мы все это будем делать в 3 слоя. Наверх на колбасу добавляем 1-2 столовые ложки консервированной кукурузы. Если же вы консервированную кукурузу не любите, ее можно будет просто не добавлять. Затем вот это все нужно будет засыпать все немного натертым твердым сыром. Сыр тоже нужно будет разделить на 3 равных части, так как мы будем делать 3 слоя. Ну а наверх на сыр будем распределять равномерным слоем нарезанные кружками помидоры. Затем на каждый кружок из помидора нужно будет добавить небольшое количество соуса. Ну а дальше, друзья, точно таким же образом, так как я уже сказал, делаем 3 вот таких вот слоя. И после того, как вы сделали все 3 слоя, форму нужно будет отправить в разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут, для того, чтобы хорошо прогрелся хлеб и расплавился сыр. Ну а через 20 минут, друзья, у нас получается вот такая вот необычная красота. После того, как блюдо немного остынет, нарезаем его на порционные кусочки и подаем к столу. Ну что ж, самое время придумать название этому блюду. Как по мне, оно слишком похоже на пиццу, но намного стоит дешевле и в разы больше порция. Ну что ж, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Ну и конечно же предлагаю вам посмотреть еще один ролик, в котором блюдо будет точно таким же вкусным и ароматным. На этом все. Всем пока. Всем до скорых встреч.